Интересненько. Первый раз такой вижу. Кто это тут подглядывает? Михалыч, третий дубль. Местами ты на лыжах, местами лыжи на тебе. Круто! На кого похоже? Ваши предположения. Справились с водой и ошалели от заката. Такой офигенный закат вообще. Просто красота, он такой малиновый. Круто. Друзья, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Как говорила я в прошлом видео, сегодня мы отправились на избушку. Но не получилось мы, получилось только я, потому что Федя заболел. И мы отправились втроем. Привет всем! Вышли за дровами. Идем вдоль леса. Птички. Как будто бы весна уже на улице. Пока ничего не понятно, но я думаю, без дров мы не останемся. Определенно. Парни тщательно выбирают дрова, чтобы они были сухие, чтобы это был валежник. Лес сегодня шумный, деревья так скрипят. У меня от Феди еще есть спецзадание. В общем, мы сшили дома палатку. Мы искали, в общем, в интернете везде палатку и не могли найти то, что нам надо. Но нам нужна большая, двухместная, но чтобы туда еще влезла печка. И если эти палатки есть, то они очень тяжелые. Мы решили попробовать сшить сами палатку. Сегодня я ее привезла, ну, чисто из такой ткани, из тестовой ткани, из которой мы кресло делали в прошлый раз. Из этой же ткани, в общем, мы будем делать палатку. Нет, тестовую палатку я сделала из этой ткани. Попробуем ее растянуть, натянуть, посмотреть, сколько там в ней места. Подходит ли нам такая палатка, стоит ли уже закупать основной материал, чтобы ее сшить. Слово о палатке, жердь мы уже нашли. Вот такая вот большая жердина. Сейчас скоро начнем тестировать ее. Сегодня просто погода изумительная. Блин, это вот не передать словами. Вы посмотрите, как светит солнце. Могу оторваться от природы. Хожу, снимаю, просто хочется передать вам то настроение, которое сейчас здесь присутствует. Весеннее, сказочное, просто офигенное. Хочется снимать и снимать просто одну природу. Но надо делать палатку. На палатку еще нужны будут колышки, но я думаю, мы их уже там найдем, возле избушки.
Самое основное это было найти эту высокую жертву. Жердину я принесла. Сейчас пойду достану палатку, все покажу, расскажу. Сейчас посмотрим, где она у меня. Так, где-то в избушке. Кстати, а хотела сделать отдельный обзор по ручкам, которые сделал Михалыч. Во, это супер изобретение, скажу я вам. Ручки так удобно ложатся в руку. Вообще просто. Вот прямо хочется ее все время открывать и закрывать. Очень удобные такие ручки. Что с этой стороны. Михалычу респект большой. Михалыч красавчик. Вообще. Просто супер ручки. Во. Вот из такой вот ткани. Укрывной материал. Или как он там правильно называется, я не знаю. Сделали вот такую тестовую палатку. Сейчас растяну на жерть. И посмотрю. И если этот вариант нас устроит, это будет вообще здорово, потому что палатка будет легкая. Так как у нас походы пешие, для нас это вообще немаловажно. А найти легкую палатку, это вообще проблематично. Так что пожелайте нам удачи, как всегда. Если все пройдет хорошо, конечно же, будем рекомендовать. Стало уже жарко, уже расстегнулась. Была бы жилетка, я бы вообще жилетку даже какую-нибудь одела. Погода вообще замурчательная. Уже не терпится посмотреть. Жалко, что Феди нет. Он так старался, он так хотел вообще поехать, но вообще в последний момент слег. Колышки. Ну, такие, я думаю, подойдут. Я их в сугроб закопаю, и они уже не вытащатся оттуда. Прям вот так горизонтально. О, какая здоровая. Эта палка не подходит, она слишком большая. Надо заострить. Так, ну давай заострю. Ух ты, блин. Что значит так будем делать, да, Сань? Дубль 2. Так, попытка номер 3. Выглядит интересненько. Тут мы оставили такой вход. Здесь вот нету натяжки пока что. Так, вот я внутри. Ну, что я могу сказать? Определенно, пока, по крайней мере, эта палатка только для одного человека, если ее в реале сшить такую. Здесь вдвоем и еще и печка точно не поместится никак. Сейчас попробуем опустить палку пониже, подпилю еще немного, и, возможно, как-то получше что-то станет. В общем, надо делать, пробовать. Пока не попробуешь, не узнаешь. В рост тут можно встать только в центре. И еще над головой у меня порядочно так. Если растяжки оттянуть,
то в палатке будет больше места определенно. Она пошире станет. Сейчас сделаем пониже палочку. Попытка номер какая-то по счету. 4-я или 3-я уже теперь. Короче, в общем, палаточка что-то не очень себя показывает. От того, что я ее растянула побольше, ситуация особо не изменилась, мне кажется. Пока что эта палатка подходит только для одного человека и для печки. Ее надо делать гораздо больше. Гораздо больше. Ну ладно, экспериментируем. Может, кто-то шил, кто-то знает. Посоветуйте нам, пожалуйста. Пишите в комментариях. Мы обязательно с Федей почитаем и учтем это обязательно. Сейчас получается, что мы все на своих ошибках, на своем опыте. Опыта шить палаток у нас вообще нет никакого. Чисто в интернете посмотрели и решили попробовать. Девочки! Нормалек. Что делаешь, Санек? Топор забиваю. Забивается. И что, клин не будем ставить пока? Вот, смотри, как получается. Ух ты, Михалыч. Узко? Да. Так а все, больше не Вот получится. так надо делать. Так тут потом это тонкое будет. Федя придумал очередное изобретение. Газетную бумагу свернул в рулон и растопил воск. И там вымочил, в общем, эти батончики. Бумагу. Так, ну что, пробую разжечь. Потребовалось совсем немножко пластиночек, чтобы разжечь мне костер. Классная вещь. А, ты 2 пилиты. Все, зашла. Сейчас быстро раздеваюсь, нарезаю сало. Сначала хочу немножко сала обжарить, потом шкварки достану оттуда и мясо туда закину. Так, что тут у нас? О, шкварки уже скоро готовы будут. Да? Отлично. Йога. Йога. Добавляем пару минут. Йога. Давай возьми. Опа, у меня тут. Оп. Давай, закидывай. О, мяско вон какое золотистое. Закидываем морковочку с луком. Необычный инструмент. Первый раз такой вижу. Вот там сверху еще будет. Вот тут? Не, вот там выше. Вот тут? Да, да.
Специи-то все есть. Да? Все отлично, зирвак готовится. Закрываем крышкой и забываем на некоторое время. Пусть оно немножечко там томится. Так, ну все, у меня все готово. Рис я помыла, так что пойду уже закидывать. Я думаю, зирвак у меня уже приготовился. Рис засыпала. Сейчас минут 40, пусть это все томится. Я думаю, плов уже будет готов. Интересное изобретение. Никто из подписчиков так и не угадал, что это такое будет, да? Кто-то в Инстаграме писал, типа, корыто или что-то типа того. Но это похоже на корыто, но не корыто. Был близко, да? Да. Три клина добавить, я думаю, что уже будет для двоих места там. Для двоих людей и для печки. Думаю, будет достаточно. Попробуем добавить. Ну что, ребятки, пойду проверю плов. По идее, должен быть уже готов. О, ну да, в принципе, он готов. Так, откроем, глянем. О, он пригорел даже местами. Пригорел? Ага. Поджарился. У нас жареный плов. Приступаем к трапезе. Друзья, всем приятного аппетита. Приятного аппетита нам, приятного аппетита вам. Приятного всем. Всем приятного. Все, я уже разделась, переоделась, сижу, жду ребят, когда они закончат. Прибралась, со стола убрала, посуду вымыла. И ничего не делаю теперь. Парни закончили на сегодня. Свое будущее место может. Здорово так получается. Прикольно. Ремень жив-здоров. Все в отличном состоянии. А вот давай-ка историю я тебе расскажу про этот ремень. Давай. Но это не это у Михалыча. Я расскажу про свой ремень. Но у меня ремень абсолютно такой же. Где-то, наверное, в октябре мы с Мишаней тут в лес ходили. Мне было жарко, я его снял, повесил на дерево. Мы вернулись, пошли домой. Я вспоминаю, что забыл ремень на дереве.
Думаю, заберу в следующий раз. Короче, забрал я его спустя 4 месяца. Ого! Да, и сейчас вот недавно ходил, искал, нашел. Вот там висит, все нормально с ним, ничего не случилось. Да, Он вот он. просто был сырой, я его высушил. И все, дальше хожу. Да уж. Миша, дубль. Давай сейчас ко мне Чё еще попадешь. он там стал? Вот сюда на Смоленскую. Я за отель там. Да мало да. 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 За отель платил по сотке там. И еще Опять дубль. Раз, два, три, четыре, пять, Ага. шесть, семь, восемь. Давай в тюрьму. В тюрьму. Михалыч, третий Тюрьму. дубль. В тюрьму. Все в тюрьму. И там не получил Да, деньги. да. ничего не Ой, получил. блин, капец. Друзья, всем доброе утро. Вот так вот мы сегодня спали. Сейчас выйду на улицу, посмотрю, что там по погоде делается. Кто это тут подглядывает? А? Кто это тут подглядывает? Это Хьюго, малыш, малыш. Вышла на улицу. Сегодня еще не была на улице. Первый раз вот вышла. Слушайте, сегодня такой ветер, вообще холодно. Но сюда не сильно задувает ветер, а вот там он вообще сильно гуляет. Что-то у меня немножко даже то ли сопли, то ли горло, не понимаю, либо от сухого воздуха в избе. Какое-то не очень такое вот состояние. Сегодня пригодится мне мой платок, который я взяла с собой. Потому что по-любому на поле, мы когда выйдем, там будет ужасный ветер. Сегодня и пасмурно на улице как-то. Не сравнится с погодой позавчера и вчера. Сегодня прям дубео, холодео. Друзья, мы пока собираемся в путь, а вы посмотрите мое недавнее путешествие, как я ходила за тентами на свое укрытие. Поехали! Кто-то посещал мое место. Вижу следы. Сейчас посмотрим внутри, все ли на месте. Не пустили ли мой лежак на дрова кто-нибудь? А то я в него столько сил потратила. Оп. Пойдемте ближе глянем. Так. Да, интересненько. Лежак стоит на месте. Ничего не взяли, видимо, просто зашли, посмотрели и ушли. Я так думаю. Ну прикольно, у меня конструкция выдержала снег, внутри нет снега. Это вообще, это мое первое укрытие. И меня это радует, что оно простояло целую зиму. Сейчас уже середина февраля, а оно стоит и тент выдерживает. Здесь немножко снег вот сполз. Сейчас оттепель на улице. Я думаю, с этим связано. Либо тот, кто приходил, немножко очистил мое укрытие. Возможно, и такой вариант. Где-то здесь еще оставляла свою доску. Планировала вернуться, но так и не дошла потом до сюда. Сейчас попробую ее откопать. Обычная разделочная доска. Ну, что она будет здесь лежать в лесу? Если я ее сейчас найду, я, конечно же, заберу ее с собой. Вот, по-моему, она была где-то вот возле этой елочки. О, нашла. Нашла. Все, забираю домой. Нечего ей здесь делать. Зиму перезимовала.
И домой пора. Сейчас не буду терять времени, приступлю раскапывать свое укрытие, чтобы забрать оттуда свои тенты. До такого уже состояния я уже расчистила. Продолжаю дальше. Фух. Я созрела зайти вовнутрь. О, посмотрите, как здорово. Все на месте, даже дрова мои. Здесь вот была небольшая дырочка, но снега немного замело. Я больше за нее переживала. А так здесь все классно, все цело. Вот здесь небольшая дырочка образовалась, но, может быть, я лопатой сейчас ее задела. Снега очень много, и прямо вот, видите, как давит. Но тент справляется. Очень даже неожиданно. Тест-драйв такой ему зимний устроили. О, так, вот, в общем, он у меня сполз. Вот такой у меня теперь дырявое укрытие. Здесь вот что-то держит, а он прилип еще вдобавок. Тут вот снег надо расчищать. Так, вот нашла палку, которая держит. Ура! Решили с Федей забрать эти тенты. Они нам пригодятся для следующих походов. Чтобы их не покупать, я решила сгонять до сюда и забрать. Ну, просто как бы тратить деньги не хочется. Если они у нас есть, они просто так простаивают в лесу. А если мы сюда захотим прийти летом, то ничто не составит нам труда взять с собой тенты и снова также это все быстренько укрыть. Главное, каркас у меня уже здесь стоять будет. Вот так это сейчас уже у меня все выглядит. Почти уже голенький каркас. Осталось совсем немного. Подкопаться мне, и я буду у цели. Погода бомбезная. Красота. Так, откопала еще одну палку. Теперь надо ее как-то достать оттуда. В общем-то, все-таки я ее смогла вытащить. Вот такая здоровая. Оп, жердинка. Так. Ура! Второй готов. Узлы все держат. Все крепенько. Они такие задубенелые. Веревка дубовая просто. Задача я справилась на ура. Настроение огонь. Погода огонь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Делитесь этим видео. Это очень помогает в развитии канала. Тем самым вы помогаете мне. Меня прям переполняет гордость за мое укрытие. Это мое первое укрытие. И я так рада, что оно простояло целую зиму и не упало. Тент не порвался, ничего с ним не стало. Меня прям переполняют эмоции. Я вообще так рада. С чувством выполненного долга отправляюсь домой.
ребята чистят снег, я помогаю. Сбор в полном разгаре, в общем. Чистить снег с крыши, помыть казан и все прочее. Вот это происходит. Так, и, друзья, не забываем написать в комментариях, на кого похоже вот этот чудик. Посмотрим, у кого какая фантазия и кто что напишет по поводу вот этой вот ловушки, или как она там называется. О, самолет так громко летит. Сборы почти закончены, осталось совсем немножко. И выходим домой. А, забыла я вам, кстати, еще вот что показать-то. Вот эти окошки же я еще не видела сверху. Очень так здорово сделано. Вообще классно. Сделаю пару фоточек. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там все самое свежее и интересное. Мы собираемся домой, а Михалыча не остановить. У него открылось второе дыхание. Он решил снова наколоть дров. Чтобы были, что они сейчас валяться будут, они все сырые, снегу будут. Смертельный спуск от Лены из-за Форест. Я не упала! Круто, круто. О, я не упала! Класс! О, у него скорость какая! Вообще бешеная. Ты куда поедешь? Я бы еще прокатился. Класс! Блин, Я- не было бы волокуши тебя. Я почему-то так и думал, что ты куда-то вообще туда уедешь, где казан был. Че, все? Сейчас я сюда уеду. Сейчас. Еще пойдешь? Потом сразу уже туда поеду. Ну ладно, мы тогда пошли. Поехала. Оп. Так. Оп. 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 В самом конце упала. О, Санек. С волокушами. Тебя волокуши, наверное, тормозили. Я в самом конце вот грохнулась. Класс. Круто. Здорово. Все в сборе, сейчас передвигаемся через речку. Уа! Нет, конечно. Так, держи лыжи. Так, у меня сапоги очень скользкие. Оп. Все отлично. Местами ты на лыжах, местами лыжи на тебе. Давай вперед пойду. Сегодня и вчера открыла для себя катание на охотничьих лыжах. Так на лыжах я еще не каталась никогда. Друзья, будем прощаться. Эти 3 дня и 2 ночи, которые я провела на избе в эти выходные, были вообще отличными. Покаталась с горок от души, помогла парням. Посмотрела при мне, как лицезрела, как при мне создается раковина из дерева. Это, конечно, вообще необычное явление.
Классно, классно. Пришла пора прощаться. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно делитесь этим видео, это помогает развитию канала. Ну и до новых встреч. Всем пока. Всем пока. С вами были Ипатыч и Михалыч и Лена in the Forest.